Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о канале «Дневник бездельника». Я составила план определенный, и сейчас буду следовать этому плану и разберу просто на самые-самые мелкие косточки его самый, я ненавижу слово «крайний», но, в общем, видос самый свежий, вот так давайте назовем. Я хочу сказать, что все, что вы сейчас слышите, согласовано с Сашей, в том плане, что я раскрываю подробности какой-то переписки нашей личной. Вот. Он не против, он мне дал такое согласие. Конечно же, хотелось поблагодарить всех моих зрителей за то, что они тратят свое драгоценное время, чтобы смотреть мои, прости господи, контенты. Вот. И сейчас мы перейдем непосредственно уже к Александру. Как я нашла канал Саши? Я нашла канал Саши с помощью канала Ани Харди. У нее в подписках был канал Саши, я туда зашла, увидела, посмотрела, ему написала, и что же было в нашей переписке, как мы договаривались. Важный момент, то, что я живу в Москве, в Зеленограде, а Саша живет в Санкт-Петербурге, поэтому коллаборации с серией «Пригласить на интервью», они для меня, для Саши невозможно, потому что я его спросила, знаешь ли ты, как делать стрим, ну, типа как в Инстаграме, такой двойной. Вот. Он сказал, что этого делать нельзя, но я знаю, что на канале Канаден они делали такой стрим двойной, и это возможно. Другой вопрос, то, что мы просто не знаем, как конкретно это делается. Вот. Значит, я предложила такой вариант, что я пишу несколько вопросов, Саша включает видео, отвечает на эти вопросы и говорит, что эти вопросы от кого? От меня. И то же самое делаю я. Саша мне пишет какие-то вопросы интересные, каверзные, и я на них отвечаю. Но Саша очень, на мой взгляд, агрессивно отреагировал, что ему не нужны никакие вопросы, это не его тема, трали-вали. Вот. Он сказал, что это ему не интересно, потому что это только мне интересно, что это как-то невзаимно. Так, сейчас я компьютер подвину, чтобы он мне был виден, а вам не мешал, потому что у меня тут записи мои ценные. Вот. Я, в принципе, пыталась 2 раза слиться, сказать, что ну ладно, как бы раз такая история, в общем, мы находим общий язык, трали-вали, но Саша... Да, и то, что вообще у меня активизируется моя любимая травма отверженности и покинутости, вот, то, что меня бросили, я бедная несчастная, чтобы меня никто не бросал, я ухожу первая. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой, мне не нужен больше твой номер в книжке записной. Натерпелась, наждалась, я любовью обожглась, но теперь я наконец-то будто снова родилась. В общем, примерно так. Да, еще мне показалось, что Саша критиковал меня за то, что я имею обзоры от 2 профессионалов. Он с таким, поскольку это было голосовое, с такой интонацией сказал, если у вас, если у тебя так все прекрасно, тебе там профессионалы делают обзоры, зачем тебе я? Вот. Меня это очень расстроило, потому что если я Саше пишу, значит, мне это интересно. Если звезды сжигают, значит, это кому-нибудь нужно. Вот. И так, в общем, Саша придумал такой вариант, что я сделаю обзор на его канал, и он выложит точнее, ссылку на этот обзор у себя в комьюнити. В общем, я даже не знаю, какова судьба моего видео, но смысл в том, что мне абсолютно комфортно, приятно и интересно сделать обзор на чей-то канал. Вот, я начала, значит, смотреть канальчик, и я поняла, что каналу год. Прикол в том, что моему каналу, хотя нет, моему каналу больше. Я первые видосы загрузила еще, по-моему, в 2018 году, вот, но я их потом никак не использовала. Но активно вести свой канал я тоже начала где-то год назад, поэтому
Поэтому примерно мне понравилось то, что мы сверстники. Вот. Потом я посмотрела на страницу ВКонтакте у Саши, и там вот в самой информации я бы в статусе прям поставила, что я веду канал, заходите, подписывайтесь. Ну, собственно, я так и сделала, Саша так не сделал, и заходя на его страницу, когда я заходила из Ютуба, я заходила на его страницу ВКонтакте, и я подумала, это вообще этот человек, не этот, потому что никаких признаков Ютуба в описании информации нет, надо было именно прокрутить до стены, вот, но это типа, мне немножко это было как гемор. Вот, так, дальше. Я бы также, там, я вижу у Саши, что очень много выложено видео, но я бы добавила к каждому видео какие-то опросы, типа там, интересно вам было это видео или нет, пробовали вы вот такую еду или нет, смотрите ли вы мой канал или нет, ну, в общем, какие-то опросы. Вот, потом я из технических, сейчас пока технический момент всякие обсудим, я обратила внимание, что у Саши нет микрофона, вот, а у меня-то есть, вот, поэтому добавить микрофон, ну, я думаю, что это не так, бюджет какой-то там огромный требуется, вот, но микрофон, мне кажется, не помешал. Потом вопрос к Саше, пользуется ли он какой-то программой по оптимизации видео на YouTube, например, vidIQ, вот, и еще поскольку я пользуюсь на данный момент, я обратила внимание, что у Саши очень много хороших всяких штучек, там пост в закрепе, например, он отвечает своим зрителям, это все классно и замечательно, но, например, надо делать еще репост в Facebook и обязательно лайкнуть пост. Я не знаю, знает ли Саша об этой фишке, но вот, пожалуйста, такое вот дополнение. Так, дальше. Значит, теперь мы переходим к рассмотрению как раз-таки видео. Непосредственно это мукбанг. Мне очень не понравилось название «Не бомж-обед». Я не понимаю, это может быть для оптимизации так, что чтобы видео выпадало по запросу «бомж-обед», поэтому мы напишем «Не бомж-обед» и типа вроде как это прокатывает. Но мне кажется, что мне как-то неприятно стало «бомж-обед». Вот, тем более, что там была такая вкусненькая еда, вот, я вообще обзавидовалась, рис с курицей, с грибами, в сметане, вот, и у меня сразу возник вопрос, кто это готовил. Вот, так, дальше. На ролике 11, ну, на тот момент, когда я смотрела, было 11 лайков, 1 дизлайк, то есть аудитория такая любящая, позитивно настроенная, в общем, такая аудитория. Ну, у меня тоже, кстати, такая аудитория, не считая одного моего недавно появившегося хейтера. Очень понравилось наличие монтажа. Конечно, это круто, это моя больная тема. Вот. И Саша там между строк где-то говорит, что, возможно, он готов помогать людям в части монтажа. Вот. Так что, если Саша желает мне помочь в части монтажа, вот, я буду только очень рада, потому что у меня столько креативных идей, как можно сделать классный монтаж, вот, но никакие из них я не могу реализовать, потому что у меня предубеждение такое, что я создана для бла-бла-бла. Ой, извините, зеваю. Это все таблетосы. Так, дальше, значит, что у нас есть? Ну, я уже сказала, закрепленный пост есть, описание под видео есть. И тут у меня возник вопрос, какой же он бездельник, если он не бездельник совершенно, потому что я знаю, пока все напишешь, пока эти описания скопируешь, там что-то напишешь, пока эти теги проставишь, пока название придумаешь, а еще и монтаж, господи, это же вообще целая история. Так, еще он ставит хэштеги под видео, именно хэштеги, не путать с тегами. То есть он, короче, в теме, в материале очень хорошо. У меня возник вопрос, где Саша учился всему этому, потому что, ну, где-то же это надо было узнать все. Я-то училась, я знаю где. Так, дальше. По поводу еды, там была недоработочка небольшая, потому что кроме курицы, риса и грибов в сметане, там был еще салатик с капусткой, но не красный, и яблоки с ананасами. Если вы знаете, откуда это, напишите, пожалуйста, в комментариях.
А потом я обратила внимание на то, что Саша ест с хлебом. И я подумала, какое воспитание в том плане, что я с детства никогда особо с хлебом не ела. И для меня человек, который ест что-то с хлебом, да еще там, по-моему, 3 куска, это не то, что удивительно, я так не ем, и мне так невкусно, и мне это так странно видеть. Я знаю, что очень большое количество людей не могут суп есть без хлеба. Как это? А я не могу с хлебом, наоборот, мне как-то не в тему это все. Так, дальше. Саша говорит там между строк в видео, что я не знаю, что еще интересного будет на моем канале. И тут я подумала, зато знаю я, там буду я. Всем привет. Вот, дальше. Потом Саша подавился. Там был момент, когда он покашлял и подавился. И я хочу сказать, что мне, например, я пробовала делать мукбанг целый один. Мне этот формат не подходит, потому что я не могу одновременно есть и разговаривать. Это очень трудно. Либо будет тишина, пока я там буду жевать 3 часа, либо же я просто разговариваю, у меня остынет весь мой суп, и я ничего не съем. Поэтому мне, конечно, это все как-то не моя тема. Просто я отмечаю какие-то моменты для себя. Так, дальше. Когда Саша вытаскивал из супа лавровый лист, он его облизнул. Я вообще не поняла, это к чему и зачем, чтобы не капало или что. В общем, это было настолько странно, я, вообще не поняла, что это такое. Вот, окей, дальше. Саша говорит, что работает 6 дней в неделю. Я подумала снова, какой же он бездельник, что это за бред, название канала не отражает реальную ситуацию. Вот. Еще я обратила внимание на брови Саши, у меня такое ощущение, что он их выщипывает. Эти брови красивее моих бровей, хотя я девушка, а он молодой человек. Вот. И еще, по-моему, барбершоп ему не чужд. Очень аккуратные ногти. И возник вопрос, не ходит ли Саша на маникюр часом. Естественно, мужской маникюр. Вот, дальше. Саша задает вопрос про монтаж. Я могу ответить. Я не знаю, отношусь ли я к друзьям-блогерам, но я блогером являюсь, не знаю, насколько я друг, но я отвечу, что я не люблю монтаж и на него не трачу нисколько времени, потому что он меня бесит, просто вымораживает, и я мечтаю, чтобы кто-то его делал за меня. На данный момент все, что я осилила, это сделать очень-очень такую посредственную, не особо чем-то выделяющуюся заставку. Значок, видео, превью, как угодно можно называть, в общем, картинка вот эта, которая с кнопочкой play, в общем, вот так вот. Просто столько названий этой картинки, что я уже не знаю, как называть. Так, потом я обратила внимание, что Саша пользуется салфетками. Это очень круто, это такой вот какой-то такой этикет. В общем, он причем это сделал как-то на автомате. Я поняла, что это не какая-то показуха, типа вот я, сел с салфеточками такой немножко, вот. Круто. Воспитание такой какой-то манеры. Еще я обратила внимание, что Саша ест рис ложкой. Рис с курицей, вот этот со сметаной и с грибами, ложкой. Я не люблю, и, по-моему, это ложка от супа. Я не люблю, когда у меня ложка от супа идет дальше на второе, и вообще я люблю есть вилкой. Вот. Я даже мороженое ем вилкой. Я очень люблю мороженое, ем его вилкой. Вот, потом Саша там что-то говорит, что он наелся, не хочет доедать, и что некоторые блогеры, что ли, или некоторые люди говорят, ой, как я все съел, какой я молодец. Я вообще, честно говоря, первый раз слышу подобные вещи, и мне они кажутся просто каким-то бредом. Сколько хочу, столько ем. Хочу доедаю, хочу не доедаю. Вот. И еще я обратила внимание на то, что у Саши на заднем фоне бегала собака, а я собак не люблю. Вот. И мне было бы некомфортно есть в присутствии собаки. Это хорошо, что она еще не начала лезть, там что-нибудь дайте мне, там я тоже хочу курицу, тра-та-та-та-та. Вот, если, дорогие друзья, вы будете смотреть ролик Саши, я буду очень признательна вам, если вы напишите, что вы от канала Оля говорит. Просто мне будет очень приятно. Вот, а мимоходом, там, я не знаю, как это сказать, в общем, у меня возникли к Саше некоторые вопросы, я не могу их не задать, вот, даже если они останутся без ответа, я все равно их задам. Значит, первый вопрос, кем Саша работает? Возможно, где-то в других видео
эта тема раскрыта, но я, к сожалению, или к счастью, я сфокусировалась именно на одном видео. Я подумала, что я разберу его по косточкам, я не буду смотреть весь канал, ну, в плане, что я не смогу посмотреть все равно сейчас все видео, вот, а мне очень хочется оперативно выдать какой-то контент. Итак, значит, вопросы. Кем Саша работает, сколько ему лет, с кем он живет, есть ли у него отношения, курит ли он, как относится к алкоголю, сколько зарабатывает и в каком районе Петербурга живет. Вот такие вот у меня вопросики. Дорогие друзья, еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите мой, прости господи, контент. Уже пора, у меня уже новое название я придумала для канала, прости господи, контент. Вот. Пишем. Что там, напишите, пожалуйста, комментарий. Если вы досмотрели это видео до конца, напишите, пожалуйста, хурма. Спасибо большое, да, за просмотр и до новых встреч.